Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым, 4 мужчинам, 4 женщинам. Это хорошая традиция переслать наши видео. Друзья и знакомые посмотрят, узнают что-то новое, полезное. На следующий день вы можете обсудить. Таким образом, вы уже имеете общую тему с друзьями, познавать колесо жизненного баланса и использовать наши лайфхаки, теорию, практику для того, чтобы достигать своих собственных целей. Тема сегодняшнего видео: как поддержать близкого человека, когда у него трудности в жизни. Давайте рассмотрим эту ситуацию через призму теории колеса жизненного баланса Long Swim. Тем, кто о колесе жизненного баланса услышал только сейчас, увидев это видео, я в течение некоторого времени расскажу о колесе жизненного баланса. На этом флипчате у нас расположен круг и 8 сфер жизни. Эти сферы жизни дают нам возможность планировать свои цели в различных сферах: в сфере эмоций, в сфере действий. Те, кто уже видел наше видео, можете посмотреть в плейлисте «Практика жизненного баланса» видео, посвященное и диагностике, и анализу колеса жизненного баланса, как своего, так и любимого человека. Карьера и бизнес, деньги, личностный рост, здоровье и спорт — это те сферы, которые больше наполнены действиями. Сфера друзья, окружение, отношения, семья, яркость жизни, духовный рост и творчество — это сферы, где, как правило, доминируют и эмоции. Эти особенности колеса жизненного баланса вам нужно знать для того, чтобы учитывать эмоции как попутный ветер, когда вы хотите достичь каких-то результатов, и понимаете, что к рационализму в действиях нужно всегда добавлять немножко вдохновения, немножко мотивации, и состояние 4-8 или 8-10 дает вам возможность быть очень эффективными. Итак, когда возникают ситуации, что ваш близкий человек, друзья, знакомые, родственники, ваши дети нуждаются в вашей помощи, все они расположены в сфере друзья и окружение. Такая концентрация людей в одном месте дает вам возможность выстроить в отношении их единые правила взаимодействия, которые больше удобны для вас, чем для них. Это имеет свое очень большое преимущество, потому что когда вы с друзьями, родственниками, знакомыми общаетесь по своей инициативе, скорее всего, вы выберете тех людей, которые разделяют ваши духовные ценности, которые больше помогают вам реализовывать ваши планы. А те люди, с которыми у вас не совпадают духовные ценности, скорее всего, вы с ними будете минимизировать общение, потому что когда у вас ценности разные, общение вряд ли будет нести конструктивный характер. Но если это родственники, уже от этого никуда не денешься. В сфере друзья и окружения находятся ваши дети. Здесь очень много дискуссий, различных вариантов, где могут быть расположены ваши дети. Мы в своем колесе жизненного баланса рассматриваем, что дети в возрасте 20-30 лет будут себя вести как отдельные ваши очень хорошие друзья, у них будут свои семьи, свой круг общения, свои профессиональные интересы. И для того, чтобы не переставлять друзей из одной сферы в другую, лучше их изначально поместить в эту сферу, и тогда вы будете больше ориентироваться на их долгосрочные достижения, то есть давать им те знания, навыки поведения, какие-то свои полезные советы, которые им пригодятся через 5 лет, через 7, через 10, когда у них начнется уже самостоятельная жизнь. Когда вы своих детей помещаете в сферу отношения и семья, во многих теориях колеса жизненного баланса в интернете вы найдете и такой случай, там есть
скажем так, один маленький нюанс. Вы не знаете, как выстраивать отношения со своим любимым человеком, любимым мужчиной, любимым женщиной, когда в этой сфере находятся еще и дети разного возраста, когда разница между младшим ребенком и старшим ребенком может достигать 10 или 15 лет. Если мы детей перемещаем в сферу друзья и окружение, все становится на свои места, и таким образом можно что-то прогнозировать, планировать, применять единые правила. Для того, чтобы реально помочь человеку эффективно своим эмоциональной поддержкой или какими-то практическими навыками, нужно выстроить свое колесо жизненного баланса. На построение своего колеса жизненного баланса, как правило, уйдет примерно 1 год, и я сейчас расскажу, сколько времени в каждой сфере необходимо для того, чтобы запустить процесс именно практического использования элементов и теории колеса жизненного баланса. Яркость жизни с этой сферы. Начинаем трансформацию. Это свое отношение к отдыху, ежегодному отдыху, ежемесячному отдыху вне своего населенного пункта. Первый месяц у вас возникнет привычка выстраивать свой распорядок дня таким образом, чтобы к концу рабочего дня, то есть это примерно 18:00, 20:00, вы имели остаточной энергии, такой вот полноценной, примерно 50%. Если вы будете стремиться к этому показателю, то вы заметите, что все дела, которые вам приходится делать на работе, они подчинены не задаче вложить туда все силы, а задаче сохранить свои жизненные энергии, потому что дома у вас есть какие-то еще одни задачи, где вас ждут родные и близкие, и таким образом вы уже к выполнению профессиональной деятельности подходите рационально с точки зрения своей личной эффективности. За 1 месяц мы вводим одну привычку, которая становится регулярной, вы от нее получаете первый эффект. На 2-й месяц практики в яркости жизни вы пробуете различные элементы нарастающим таким темпом, что-то вам понравится и становится регулярной привычкой, это хорошо. Что-то для вас получается плохо, не идет с тем темпом, который вы хотите, просто это переносите в планах на следующий месяц. Таким образом, в яркости жизни вы можете это все в течение 3 месяцев реализовать. Итак, возвращаемся еще раз к яркости жизни. Подвожу итоги. В 1-й месяц вы вводите одно какое-то действие в свою привычку. 2-й месяц пробуйте различные элементы, приемы, экспериментируйте. Что идет очень медленно, откладывайте потом на следующий месяц. Что приживается сразу в течение 2-го месяца, пытайтесь внести в свой распорядок дня. За 3 месяца вы уже будете достаточно уверенно управлять своим расписанием дня, расписанием своих дел на неделю. В первую очередь вы научитесь планировать свой отдых. Отдых даст вам возможность заряжать энергией, копить энергию для выполнения своих планов и задач. В сфере духовного роста и творчества вам понадобится примерно 2 месяца для того, чтобы восстановить свое хобби. 1-й месяц вы такой вот подготовительный этап имеете, 2-й месяц вы уже хобби занимаетесь в свое личное удовольствие столько, сколько вам необходимо. 1-2 раза в месяц минимум нужно обращаться к своему хобби. Задача занятия хобби не попасть в ловушку эмоционального выгорания, потому что занятие любимым делом дает вам возможность не выпадать в эмоциональное выгорание, а если вы еще будете вспоминать свои духовные ценности, развивать их, каким-то образом делать на них акцент, у вас поиск единомышленников будет строиться с учетом соответствия вашим духовным ценностям. Карьера и бизнес. 1 раз в полгода вам нужно практиковать состояние 8-10, планировать собственный бизнес.
оценивать его с точки зрения краткосрочного дохода, единоразового дохода или там постоянного дохода. Это дает вам полную обратную связь для того, чтобы вы понимали, что не все на вашей работе, где вы работаете, все так плохо, потому что, просчитав собственный бизнес, вы реально понимаете, что там может быть больше рисков, или наоборот увидите, что в новом бизнесе, который вы планировали, просчитали, есть огромное количество возможностей, и почему бы не попробовать. В сфере деньги вам понадобится примерно 2-3 месяца для того, чтобы вы попрактиковали состояние 4-8. То есть это прямая реклама вашей экспертизы, ваших навыков, ваших товаров, ваших услуг. 2 месяца необходимо для того, чтобы выбрать канал рекламы, который дает вам тот результат, который вы ожидали. И примерно вот последний, третий месяц дает вам возможность спланировать бюджет, который будет для вас приемлем для того, чтобы продвигать ваши товары и услуги. Вложение в себя, в рекламу своих услуг, товаров, своей экспертизы всегда дает обратную связь. Это уже как бы пройдено на многих реальных историях. Пожалуйста, в своих комментариях напишите вашу историю успеха. Напишите также, у кого что-то не получилось. Постараемся разобрать ваши истории в прямом эфире или в отдельном видео. Надеюсь, эта информация будет для вас полезна. А в сфере личностного роста 2 раза в год нужно проходить профессиональное обучение. В профессиональном обучении вам нужно понимать, что творится в вашей отрасли, какие новинки появляются, и практикуйте состояние 8-10, то есть пробуйте себя в роли наставника. Может, вы уже стали тем преподавателем, который будет прогнозировать, что будет твориться в отрасли. 2 месяца практики наставничества позволяют вам структурировать, фактически весь жизненный опыт, который у вас есть. В первую очередь нужно структурировать профессиональный опыт. Личный опыт, он сложнее поддается структурированию, но это тоже возможно, если вы привлечете экспертов. Не забывайте покупать и читать книги, которые вам понравились. Книга – это прекрасный инструмент для того, чтобы вы получили эстетическое, эмоциональное и прочее удовольствие от того, что другие люди посчитали свои знания, сделайте доступным для вас. В сфере здоровья и спорта вам понадобится примерно полгода для того, чтобы прийти к какому-то фактическому результату. Самое лучшее, если это будет участие в соревнованиях. Пожалуйста, пробуйте. У вас все получится. Ваш физический опыт взаимодействия, именно управления своим телом, дает вам возможность к своим планам, которые вы поставили, отнестись с точки зрения реализма, его достижения. В спорте обязательно пробуйте как индивидуальные виды спорта, так и коллективные. Если мы возьмем фридайвинг, рядом с фридайвингом лежит плавание, здесь можно оттачивать свою технику вместе с олимпийскими чемпионами или оттачивать свой олимпийский стиль. Есть классная тема подводное регби. Подводное регби – это уникальное занятие, когда вам для взаимодействия требуется хорошо знать и тактику, и стратегию, и игры, и по жестам понимать, что хочет ваш товарищ. То есть командное взаимодействие здесь отрабатывается очень-очень хорошо. В сфере друзья и окружения вам примерно понадобится 3-4 месяца для того, чтобы выработать сферу своих друзей, с кем бы вы хотели общаться чаще. У вас должно быть сформировано какое-то или женское сообщество, или мужское сообщество, где вы чувствуете себя человеком, которому оказывают различную эмоциональную, в первую очередь, поддержку и посильную поддержку, и таким образом потратив примерно год на практику колеса жизненного баланса, вы можете уже реально помогать человеку, который попал в трудную ситуацию. Я вам обрисовал сейчас подготовительный этап. Переходим к последней сфере. Это сфера отношения и семья. В сфере отношения и семья – это последняя сфера, к которой нужно прийти. Почему это делается?
То есть все делается по часовой стрелке. У вас есть уже поставленные цели и есть практика в сферах яркости жизни, духовный рост и творчество, карьера и бизнес, деньги. У вас есть взгляд на личностный рост, вы попрактиковали спорт, знаете своих друзей и окружения и можете прийти к любимому человеку, любимому мужчине, любимой женщине с перечнем своих конкретных ожиданий, что вы в каждой сфере планируете достичь. Таким образом строится диалог без эмоций или с хорошими эмоциями, когда вы соединяете два колеса жизненного баланса, смотрите, где ваши планы совпадают, что вы можете делать совместно, и вот на этой совместности и строится ваше эффективное взаимодействие. Что делать, если ваш любимый человек, близкий или друзья из знакомых, кто-то родственники попали в затруднительную ситуацию? Здесь теория колеса жизненного баланса говорит вам о том, что в первую очередь вам нужно понимать, что если неприятная ситуация случилась в одной сфере, еще в этой будут задействованы две другие сферы. Чаще всего я вам расскажу о двух случаях. Первый случай – это в сфере карьеры и бизнеса происходит непредвиденная ситуация. Вы сразу должны для себя оценить эмоциональное состояние человека, то есть оценить его сферу яркости жизни, как это повлияло на его отдых, сколько времени человеку нужно для того, чтобы восстановиться после этой непредвиденной ситуации. Обязательно смотрим сферу здоровья и спорта, как здоровье среагировало на эту стрессовую ситуацию, насколько человек готов физически это выдерживать, и таким образом вот колесо жизненного баланса даже вот в таких кризисных, стрессовых ситуациях становится для вас полезным. Второй момент, который нужно анализировать, когда человек, которому вы неравнодушны, ваш друг, знакомый, когда попал в неловкую ситуацию, нужно посмотреть на его долгосрочные и краткосрочные планы или достижения. Смотрите, как эта ситуация повлияла на долгосрочные планы или долгосрочные достижения, и как эта ситуация повлияла на краткосрочные планы. Если какие-то планы задеты и нет возможности их реализовать, пожалуйста, переносите их на следующий период, дайте человеку прийти в состояние его наивысшей эффективности, и таким вот образом это все работает. Для того, чтобы помощь была посильной, нужно в колесе жизненного баланса больше времени уделить планированию, то есть в яркости жизни это основной фундамент восстановления энергии. Встречи с друзьями должны быть регулярными. Человек должен иметь полную уверенность в том, что о своей ситуации он может рассказать без предварительной подготовки, изложить факты, рассказать о своем эмоциональном состоянии, что он пережил или что она пережила в этой ситуации. Вот это вот эмоциональное взаимодействие дает возможность человеку не откладывать эту стрессовую ситуацию в долгий ящик, а, так сказать, представить ее на всеобщее видение. Первое и самое правильное, нужно обратиться к профильным специалистам, кто может в этой ситуации помочь. Это могут быть эксперты, это могут быть психологи, это могут быть эксперты в профессиональной деятельности, то есть они подскажут, с чего можно начать решение этой трудной, непредсказуемой ситуации. Второй ответ, который необходимо получить, от чего можно достичь, насколько можно локализовать эту неприятную ситуацию. И самое главное, нужно для себя выработать какие-то шаги, которые нам не позволяют еще раз попадать в эту ситуацию. Ну и даже в трудной ситуации мы всегда можем найти единомышленников, отметить тех друзей, знакомых, которые правильно вас поддержали, которые рассказали о вашей истории успеха, именно о варианте преодоления этой сложной ситуации, потому что вариант преодоления вашей сложной жизненной ситуации дает вам тот необходимый опыт, который вам в дальнейшем позволяет реализовывать свои задачи, поставленные цели с большим энтузиазмом. Подводим итоги сегодняшнего видео. Чем больше вы планируете колесо жизненного баланса, свое или своих близких, тем меньше непредвиденных ситуаций у вас может возникнуть. Если вы какие-то
непредвиденные ситуации можете спланировать, так сказать, ваш план действий на тот случай, если эта непредвиденная ситуация может возникнуть или произойти. Это, конечно, не пожар, но какой-то предварительный план действий, там, состоящий из 3 действий, может помочь вам быстро справиться с ситуацией. Первое действие: собрались вместе, коллективно оценили ситуацию. Вторая строчка: привлекли экспертов, прислушались к мнению экспертов. Третье: не переживаем, больше действуем, потому что, попробовав реализовывать маленький план локализации неприятной ситуации, вы придете к тому, что вам понадобится небольшое количество времени, чтобы разобраться и получить тот результат, который для вас важен. Те, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня. Выражаю огромную благодарность за то, что вы перешлете это видео уже 10 человекам. Чем больше людей посмотрит это видео, тем больше вы получите обратной связи, сможете обсудить те ситуации, которые были в жизни ваших родных и близких. Обязательно похвалите родных и близких за то, что они с мужеством, достоинством вышли из этой непредвиденной ситуации. Практикуйте благодарность людям, которые пришли к вам на помощь и помогли вам в прошлом. Всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Я в вас верю, у вас обязательно все получится.